Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Наталья плетет и декорирует, а я чаще шью и технически помогаю ей в творчестве. Сегодня мы хотим поделиться 3 способами, как очень легко и быстро нашить много лоскутных заготовок, даже если в вашем распоряжении обрезки ткани небольшого размера. Итак, если под рукой оказались лоскутки небольшого размера, из которых можно вырезать квадраты, хотя бы 10,5 на 10,5 см, можно смело браться за работу. Для создания лоскутного блока мы будем использовать всего 2 расцветки. Мы в данном случае хотим показать только сам принцип. Берем лоскутки и прикладываем один к другому, лицом к лицу. А потом по диагонали от угла до угла намечаем линию. Ориентируясь на эту разметку, прокладываем строчку, отступая от нее на ширину лапки. Строчки прокладываем с обеих сторон разметки. Проложили строчки с обеих сторон разметки. Теперь разрезаем по нарисованной линии прошитые по диагонали квадраты. Разворачиваем, и у нас получается 2 лоскутных квадратных заготовки. Мы проутюжим эти заготовки на мини-гладильной доске. Хочу обратить ваше внимание, что мы раскрываем и разглаживаем швы заготовки, чтобы швы были тоньше и удобнее было собирать заготовки в лоскутный блок. Из 2 квадратных кусочков ткани у нас получилось 2 заготовки. Этот способ подходит, если у вас есть небольшие обрезки ткани. Но если у вас совершенно случайно завалялись лоскутки побольше, тогда вам подойдет другой, более прогрессивный способ. Из лоскутка ткани вырезаем квадрат размером 15 на 15 см. Таких квадратов нам понадобится 2. Прикладываем один квадрат к другому, лицевой стороной к лицевой. А потом делаем разметку от угла до угла по диагонали. Прочерчиваем 2 линии, и у нас получается крестик из этих линий. Потом аккуратно складываем квадратные лоскутки и прошиваем их по краям. Прокладывая строчки, отступаем от края 5 мм. Прошили квадраты по краю. Теперь нам нужно сделать из 2 квадратов 4 лоскутных заготовки. Для этого разрезаем квадраты по линиям разметки. И у нас получается 4 заготовки. Причем точно такого же размера, как и в первом способе. То есть неважно, какой способ мы используем. Заготовки у нас все равно одинаковые. Только при использовании второго способа мы сэкономим больше времени. Третий способ по изготовлению лоскутных заготовок сэкономит нам еще больше времени. Но для него и ткани понадобится большего размера. Вырезаем квадраты 21 на 21 см. Таких квадратов нам тоже понадобится 2. Снова прикладываем один квадрат к другому, лицом к лицу. И опять делаем разметку по тому же принципу. Только в этот раз вначале делаем разметку по диагонали, а потом делим квадрат на равные половины и размечаем по вертикали и горизонтали. Сделали разметку. Теперь параллельно диагональной разметке прокладываем строчки на ширину лапки. Строчки прокладываем с обеих сторон от разметки. Проложили строчки с обеих сторон диагональной разметки. Теперь разрезаем квадраты по всем линиям разметки. Разрезали квадраты по линиям. Из 2 квадратов 21 на 21 получается 8 лоскутных заготовок. Швы заготовок лучше проутюжить. Подготовили заготовки к сборке в блок, раскрыли и проутюжили швы. Теперь возьмем лоскутные заготовки, получившиеся от 3 способов, и сделаем небольшой лоскутный блок. Вначале попробуем выложить из лоскутков какой-нибудь рисунок.
Вариантов довольно много, несмотря на то, что мы используем только две расцветки ткани. Причем чем больше лоскутных заготовок, тем больше вариантов рисунка. Здесь, например, так и просится еще один ряд лоскутков. Определились с рисунком лоскутного блока. Чтобы собрать лоскутные заготовки между собой, мы используем ускоренную, но довольно простую технологию. Складываем лоскутки рядами по рисунку. Заготовки укладываем одна на другую, лицом к лицу, и прокладываем шов по краю на ширину лапки. Шов в данном случае непрерывный. Мы не обрываем нитки, прошиваем все лоскутки по очереди, сверху вниз прямой строчкой. Если не обрывать нитки, из одного столбика получается вот такая гирлянда. Таким образом, вначале прокладываем только вертикальные строчки. Вот как это выглядит. Заготовка держится на вертикальных нитках. Горизонтальных швов пока нет. Чтобы было удобнее прошивать швы, мы их снова раскрыли. Складываем ряды заготовок по горизонтали и начинаем с края полотна прошивать все швы прямой строчкой. Вот мы прошили все ряды по горизонтали и проутюжили швы. Таким образом, довольно быстро собрали лоскутный блок. И даже сразу не скажешь, из чего он – из квадратов или треугольников. Наверное, сошью из него небольшую декоративную подушку. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите нам. Мы читаем все ваши комментарии. Всего вам доброго. До свидания.